Хорватии мы остановились в очень приватном и живописном месте. Апартаменты на горе с шикарными панорамными видами. Это окраина поселка Млинje, рядом с остановкой автобуса номер 10 Астария, что очень удобно для поездок в Дубровник. Вилла называется Барбара, а ее терраса напоминает заставку сериала. Сам номер маленький, но довольно удобный. Есть кухня с посудой, все удобства, кондиционер, все чистенько, хоть и не новое. Территория очень зеленая, все засажено разными растениями. Вот вход в номер, оно же окно. У каждого номера свой столик на террасе с видом на море и сад. Вилла сдается всего 4 месяца в сезон. Остальное время здесь живут сами хозяева, выращивают помидоры, огурцы, какие-то травы. Все с подведенным поливом. В саду мандарины, лимоны, оливковые деревья. А за оградой средиземноморские дубы. У нас калитка с потайной дорожкой, которая ведет вниз. Каждый раз, идя по этой тропинке, мы слышали какие-то странные звуки в кустах. И только при монтаже видео мы кое-что заметили. Как вы думаете, что это за животное и что вообще здесь происходит? Но мы продолжаем наш прекрасный спуск, который намного, гораздо приятнее, чем последующий подъем. В общем, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, не рекомендую селиться здесь на горе, особенно в жару. Для наглядности вот наш пеший маршрут длиной 2 километра. За час очень неспешной прогулки мы обошли все пляжи Млинje и Сребрено. Расстояния здесь небольшие. Сейчас проверим, сколько в Хорватии стоит денег снять. В общем, 4,95 Евронет комиссия. Знаете, как красиво здесь. А вот и сердце поселка Млинje, 300-летний платан. Рядом ручей, впадающий в море, и остатки мельниц, которые и дали название поселку. Конечно же, рядом церковь, а еще источник питьевой воды. Здесь же выход на пляж Астария с прекрасным светлым гравием и сказочным цветом воды. Есть бесплатные душевые и раздевалки, лежаки 10 евро, зонтики 8. С края пляжа остановка водного такси, которое ходит примерно раз в час и доставит вас прямо в гавань старого города Дубровник или в Цавтат. Здесь находится небольшая марина, и сюда же приходят паромы, которые идут до Дубровника. 15 евро в одну сторону. Каперсы цветут. Так вот за это им, конечно, минус. Везде, где можно проехать, машин очень много. А здесь это участок от причала до пляжа Млинje. Вот еще одно чудо паркуется прямо на пешеходной дорожке. Какое море красивое, светленькое, как на Капри. Зато дальше никаких дорог уже нет, и можно спокойно гулять пешком вдоль моря. Это небольшая обзорная площадка Млинje, за которой начинается дикий пляж. Пляж вроде как дикий, лежаков нет. Но вон там есть кран, можно смыть с себя морскую воду. А за этим каменным выступом находится еще один пляж, чуть побольше. Называется пляж Млинje. О нем тоже очень хорошие отзывы у туристов. Здесь уже начинается большой сосновый парк. Можно взять лежаки на прокат, зонтики. Здесь есть детская площадка, магазины, в общем, полная туристическая инфраструктура. По вечерам в этом парке организуют концерты, совместные просмотры футбольных матчей. В общем, здесь очень много народу, и Млинje поэтому я бы не назвала прям слишком таким спокойным курортным городком. Здесь вечером достаточно оживленно. Следующий пляж, самый большой и многолюдный. Он уже территориально находится в соседнем поселке Сребрено. Здесь, по отзывам, самый удобный вход. Пологий, мелкая галька и песок, почти нет крупных морских камней. Можно арендовать мягкие лежаки отеля «Шератон», а можно загорать на своем полотенце.
либо лежать в тени деревьев. А в этом небольшом порту возле Шаратона можно взять на прокат лодку или водную экскурсию. Ну а мы, вдоволь нагулявшись, идем купаться на наш уютный пляж Астерия и плавать с маской. Подводная жизнь у берега достаточно оживленная. Рыбок не так много, как в Египте, но тоже хватает. Вода очень прозрачная. Температура воды постоянно меняется. Видимо, сказываются подводные течения, а может быть река, впадающая в море. Тем не менее, рыб предостаточно, почти как в океанариуме Дубровника. Но об этом в следующем видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Вечерняя жизнь поселков Млине и Сребрено проходит в прибрежных ресторанах и заведениях. Здесь часто звучит живая музыка, и свободных мест почти нет. Цены не сказать, чтобы высокие, скорее средние для данного региона. Пицца 12-15 евро, мороженое где-то 2-3. В парке постоянно проводятся разного рода мероприятия, концерты, спортивные трансляции, расписание которых есть в том числе на автобусных остановках. Контингент отдыхающих самый разнообразный. Много молодежи, семей с детьми. Пожилые пары тоже активно участвуют в ночной жизни. Очень мало русскоговорящих, в отличие от Черногории. Если в центре шумно и многолюдно, то на окраинах вполне спокойно. Можно полюбоваться морем в лунном свете и вечерними огнями Хорватии.